Фуглори молодые, я думаю, прошло достаточно времени, чтобы наконец-то рассказать вам, что же стало с топорами в статиках и вообще в соло ПВЕ. Есть ли альтернативы и вообще как теперь фармить-то? Давайте долго не стоять на месте и перейдем к сути. Изменили, а точнее понерфили, у топоров очень много. Адреналин изменили в худшую сторону, кровотечение стало слабей, вторую кушку понерфили, БТ стал full ПВП, а боевой превратился в бессмертную машину фарма. Но сегодня ролик только за ПВЕ. Сразу хочу сказать, большой топор стал полностью неиграбельный в ПВЕ. Урон уменьшился почти в 2 раза по мобам, так что можете его больше не брать на фарм. Чем же можно заменить? Вариантов тут только 3: боевой, лапы и коса. Боевой просто разрывает статики своим хилом, лапы все так же рвут 8 тир сольников, караптов, статиков и так далее, а коса просто коса, потому что она дамажит больше всех. Но как же нам играть? Вторую кушку убили, и это факт, но это не беда. Мы можем ее заменить на третью кушку, разрывающая ярость. Дамажит как соло кухан, но бьет по области и кдшится также, но придется немного приучиться к области. В статиках все так же используем яростные клинки, ведь сундуки никуда не бегут. А вот на скипах и в сольниках я бы вам рекомендовал переходить на адреналин. Просто доверьтесь моему опыту. Билды все те же, ничего не поменялось. Единственное, что я вам рекомендую перестать играть с курткой призрака, если вы играли. А если вы планировали, то не стоит. Лучше уже юзать лазутчика. Горелка ПВЕ полностью мертва. Увы, почтим память. Ну что, за топоры мы поняли. По сути, ничего сильно не изменилось. Ведь раньше топоры сильно доминировали другие оружия в ПВЕ. И 60% игроков выбирали большой топор. Ведь это была сила за свои деньги. Но теперь топор потерял свое первенство. Зато по-прежнему находится в лидерах по ПВЕ зачистке. Но если топоры перестали быть топ-1 оружия по зачистке, то что же сейчас нужно использовать? Ну как что? Все так же есть арбалеты и луки. Но они ничто по сравнению с охотником за душами. Да-да, это новая имба в зачистке. И он не только рвет сольники, а еще и статики унижает. Вот вам два билда. Первый на сольнике, второй на статике. Как же ими пользоваться? Ну, тут достаточно все просто. В сольниках просто бежишь и все вырезаешь, а в статиках ждешь активации плаща и выдаешь комбу. Кушка, ешка, лес, кушка. Если мало хп, прожимаем адскую. Если нужен яд, бросаем его сразу после активации плаща. В сольниках используйте суп или рыбу, а в статике только жареную свинину на хил с урона. Можно даже временами 7-1 брать. Не забывайте, что у копья есть стаки копья, которые дают просто колоссальный урон с автоатак. Так что не забывайте про это, а то потеряете большую часть урона, особенно на боссах. Думаю, тут ничего сложного. Я все так же остался на топорах, потому что все-таки охотник за душами слаб на скипах, а это мой основной источник дохода, поэтому я лапы никогда не оставлю. А вот охотник за душами стал отличным стартовым оружием для новичков, чтобы распробовать ПВЕ контент, но при этом вливает больше урона, чем коса, что само собой меня удивило. Так что оставляю выбор за вами. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Смотрите, как правильно фармить охотником за душами и боевым топором, а я пойду.